Добро пожаловать на канал Астрология Мудрости, дорогие друзья. Почему знак зодиака Лев вызывает столько противоречий? Львы – короли зодиака, символы силы, уверенности и харизмы. Но почему именно их часто называют слишком гордые, слишком властные, слишком невыносимые? Этот ролик откроет вам истинные тайны знака Льва, его скрытые недостатки и покажет, как они становятся его величайшими дарами. Почему одни восхищаются их величием, а другие откровенно избегают. В этом видео мы разберем 28 причин, из-за которых львов могут ненавидеть. И самое главное, покажем, как превратить эти недостатки в мощные инструменты для достижения успеха и гармонии. Вы узнаете, как использовать энергию Солнца, тотемное животное, цвета и камни, чтобы раскрыть свой потенциал. Мы погрузимся в древние кармические законы, визуализации и уникальные ритуалы, которые помогут львам обрести уверенность, любовь к себе и признание окружающих. Не пропустите секреты, которые изменят вашу жизнь. А в конце вас ждет практическое руководство для поиска истинного пути, где каждый лев сможет стать лучшей версией себя. Досмотрите до конца, и вы поймете, почему этот ролик – ваш ключ к мудрости и вдохновению. Итак, рассмотрим причины, по которым могут ненавидеть людей, рожденных под знаком зодиака Лев. Причина первая – гордость и самовлюбленность львов. Львы часто производят впечатление людей, которым важно быть лучшими во всем. Их уверенность в себе может восприниматься как гордыня или самовлюбленность. Некоторые окружающие считают, что львы всегда ставят свои интересы выше чужих и нуждаются в постоянных восхищениях. Однако истинная причина этой черты – потребность в признании как способ подтверждения своей ценности в мире. Кармический совет гордыни указывает на необходимость научиться быть благодарным за то, что уже есть. Законы кармы утверждают, что все, чем вы обладаете – это дар, а не результат исключительно ваших усилий. Для роста души льву важно уравновесить свои достижения с искренней благодарностью. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я благодарен за свои дары и таланты и с радостью делюсь ими с миром». Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза, представьте, что вы стоите на холме, освещенном ярким солнцем. Оно символизирует вашу внутреннюю силу и достижения. Представьте, как солнечный свет мягко разливается по людям вокруг вас, согревая их сердца. Почувствуйте благодарность за этот дар, осознав, что ваша лучезарность становится сильнее, когда вы делитесь ею с другими. Ритуал на избавление от источника этой причины. Возьмите свечу золотого или желтого цвета, символизирующую энергию Солнца, покровителя льва. Напишите на бумаге свои достижения, за которые вы гордитесь, и рядом людей, кто вам помогал на этом пути. Зажгите свечу, глядя на ее пламя, и произнесите: «Я благодарен Вселенной за свои дары. Сила света, которую я получаю, умножается, когда я делюсь ею с другими». Сожгите бумагу, представляя, как благодарность наполняет ваше сердце. Причина вторая – доминирование и давление львов. Стремление льва к лидерству иногда воспринимается как желание управлять другими. Их уверенность в своей правоте и желание быть главным могут создавать давление на окружающих. Однако за этой чертой часто скрывается страх потери контроля и стремление заботиться о других. Кармический совет: научитесь принимать, что каждый человек – независимая личность, и ваша миссия как лидера – вдохновлять, а не подчинять. Помните, что чем больше свободы вы даете другим, тем больше их доверия к вам. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я уважаю выбор других и вдохновляю своей свободой и силой». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя в окружении людей, которые улыбаются и благодарят вас за вашу помощь. Вы видите, как каждый из них идет своей дорогой, но при этом возвращается к вам с доверием. Почувствуйте, как это доверие наполняет ваше сердце теплом. Ритуал на избавление от источника этой причины. Найдите время, чтобы собрать небольшой круг близких людей. Зажгите белую свечу и предложите каждому участнику рассказать о своих мечтах и целях. Во время ритуала повторяйте про себя: «Я отдаю свободу выбора и принимаю каждый путь». По завершении поблагодарите всех, чувствуя, как в вас растет уважение к чужой индивидуальности. Причина третья – бесчувственность и эмоциональная закрытость львов. Львы иногда кажутся равнодушными к чувствам других.
На самом деле их эмоциональная закрытость – это защита от боли. Они боятся показать свою ранимость, потому что считают это проявлением слабости. Кармический совет – научитесь выражать свои эмоции. Карма напоминает, настоящая сила кроется в открытости и уязвимости. Чем искреннее вы будете, тем больше гармонии обретете. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я открываю свое сердце для любви и сочувствия. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте свое сердце в виде цветка, который медленно раскрывается навстречу солнечному свету. Почувствуйте, как каждый лепесток наполняется теплом и любовью. Ритуал на избавление от источника этой причины: зажгите розовую свечу, символизирующую любовь и сострадание. Встаньте перед зеркалом и, глядя себе в глаза, произнесите: я открываю свое сердце. Я достоин любви и принимаю ее во всех ее проявлениях. Повторяйте этот ритуал каждую неделю, чтобы укрепить связь с собственной чувствительностью. Через мгновение продолжим, а пока я хотел бы предложить вам посетить бесплатный двухдневный мастер-класс по тайнам практической астрологии, который проводит известный астролог с 15-летним опытом работы. Ссылка на мастер-класс есть в описании к этому видео. Итак, продолжим погружение в изучение причин ненависти к людям, рожденным под знаком зодиака Лев. Причина четвертая – жажда внимания. Желание быть в центре внимания – одна из самых известных черт Льва. Они часто воспринимаются как люди, которые не могут жить без восхищения. Однако за этим скрывается глубинная потребность быть принятым и замеченным. Кармический совет: понимание истинной ценности себя приходит через внутреннюю работу. Законы кармы гласят: вам не нужно подтверждение извне, чтобы быть любимым. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я сам являюсь источником своего света и любви. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя окруженным сияющим золотым светом. Почувствуйте, как этот свет идет из вашего сердца и освещает ваш путь, не требуя одобрения других. Ритуал на избавление от источника этой причины: возьмите зеркальце и зажгите перед ним золотую свечу. Смотрите на свое отражение, произнося: моя ценность внутри меня. Мой свет не нуждается в подтверждении. Завершите ритуал, оставив свечу догореть, представляя, как внутренний свет наполняет вас. Причина пятая – вспыльчивость львов. Львы славятся своими эмоциональными вспышками, которые могут быть пугающими для окружающих. Их ярость часто возникает из-за чувства несправедливости или отсутствия контроля над ситуацией. Кармический совет: научитесь направлять свою энергию на созидание. Карма напоминает: гнев – это мощная сила, но ее необходимо осознавать, управлять ею. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я направляю свою силу на создание гармонии и добра. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, как ваш гнев превращается в поток воды, который очищает вас и окружающих. Почувствуйте, как эта энергия наполняет вас спокойствием. Ритуал на избавление от источника этой причины: наполните чашу водой и поставьте перед собой красную свечу. Напишите на бумаге все, что вызывает ваш гнев. Подожгите бумагу, а пепел бросьте в воду, произнося: я отпускаю свой гнев и направляю силу на созидание. Вылейте воду на землю, символизируя очищение. Причина шестая – упрямство львов и игнорирование советов. Львы часто игнорируют чужие советы, считая, что знают все лучше других. Это воспринимается как упрямство, но истинная причина в страхе потерять свою самостоятельность. Кармический совет: слушайте людей с уважением. Вселенная дает вам подсказки через других. Чем больше вы слушаете, тем больше возможностей раскрывается перед вами. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я открыт для мудрости Вселенной, которая приходит ко мне через людей. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя в окружении людей, каждый из которых говорит что-то важное. Вы впитываете их слова, как мягкий поток света, который наполняет вас мудростью. Ритуал на избавление от источника этой причины: на листе бумаги напишите вопрос, на который хотите получить совет. Поставьте рядом синюю свечу и зажгите ее. Позвоните близкому человеку или запишитесь на консультацию к наставнику. После разговора скажите: я принимаю мудрость с благодарностью. Храните листок как напоминание о важности принятия чужой мудрости.
Причина 7. Амбиции львов воспринимаются как жажда власти. Львы часто проявляют стремление быть первыми, блистать и добиваться успеха. Однако окружающим это может казаться жаждой власти и попытками доминировать любой ценой. Это непонимание рождает зависть и недоброжелательность. В реальности за этой чертой скрывается не только стремление к признанию, но и глубокая потребность оставить значимый след в этом мире. Кармический совет – энергия амбиций, дар, который нужно направлять на благо других. Чем больше вы делитесь своими достижениями, знаниями и поддерживаете других, тем больше Вселенная вознаграждает вас. Помните закон отдачи. Помогая другим, вы создаете поток энергии, который многократно возвращается. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я делюсь своими талантами с миром, и мои амбиции приносят пользу мне и окружающим. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза, представьте, как ваши достижения – это сияющая звезда. Каждый ее луч освещает путь другим людям, помогая им найти свое место. Смотрите, как их благодарность и успех возвращаются к вам в виде золотого света, наполняющего ваше сердце. Ритуал на избавление от источника этой причины: вечером зажгите белую свечу. На листе бумаги напишите свои амбициозные цели. После каждой цели добавьте фразу: «Эта цель приносит радость и благо не только мне, но и окружающим». Сложите лист и поместите его под свечу. Пока свеча горит, произнесите трижды: «Мои стремления – благо для всех». Пусть они воплотятся в гармонии. Храните лист в укромном месте. Причина 8. Эмоциональная требовательность львов. Львы часто требуют от близких внимания и эмоциональной отдачи. Это может восприниматься как эгоизм или даже энергетический вампиризм. В действительности, львы стремятся к подтверждению своей ценности через любовь и поддержку. Кармический совет: эмоции – это валюта вашей души. Научитесь заботиться о себе и давать себе ту любовь, которую ищете извне. Это освободит вас от зависимости от одобрения окружающих и сделает вас более гармоничным. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я полностью принимаю и люблю себя. Моя ценность не зависит от мнения других. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите в центре золотого круга. Этот круг – это ваша внутренняя любовь и принятие. Почувствуйте, как его энергия наполняет вас изнутри, создавая ощущение абсолютной гармонии. Ритуал на избавление от источника этой причины: возьмите свой любимый кристалл, например, розовый кварц. Каждый вечер перед сном держите его в руках и говорите: я наполняюсь любовью и гармонией. Я источник своей силы. Держите кристалл под подушкой, чтобы его энергия работала всю ночь. Причина 9. Недостаток терпения львов. Львы – знак действия и решительности. Когда что-то идет не так, как они ожидали, они могут становиться нетерпеливыми и раздражительными. Это особенно проявляется в долгих процессах или ситуациях, где требуется много времени для достижения результата. Кармический совет: терпение – это не пассивность, а активное доверие процессу. Вселенная движется в своем ритме, и иногда ожидание – это важная часть пути. Учитесь наслаждаться процессом, а не только результатом. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я доверяю божественному плану. Все приходит в свое время. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте реку, которая спокойно течет. Ее вода не торопится, но неизменно достигает моря. Почувствуйте, как вы становитесь частью этой реки, расслабляясь и доверяя потоку жизни. Ритуал на избавление от источника этой причины: на восходе солнца возьмите стакан воды. Держите его в руках и говорите: как вода течет спокойно и уверенно, так и моя жизнь движется в своем темпе. Выпейте воду медленно, с осознанием этих слов. Причина 10. Эгоизм львов. Львы могут концентрироваться на своих потребностях, что иногда воспринимается как эгоизм. На самом деле, это проявление их стремления к самоутверждению. Они хотят быть уверенными, что их желания и мечты важны. Кармический совет: энергия эгоизма превращается в альтруизм, когда вы понимаете, что, помогая другим, вы не теряете, а только приобретаете. Служение другим – это путь к росту вашей души. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я с любовью делюсь своим временем и энергией,
обогащая и свою жизнь, и жизнь других. Визуализация, которую надо применять для этого. Представьте, что у вас в руках чаша, полная света. Вы начинаете делиться этим светом с окружающими, и чем больше вы даете, тем больше света возвращается в вашу чашу. Ритуал на избавление от источника этой причины. В первый день новолуния возьмите несколько монет или небольшую сумму денег. Отдайте их нуждающимся или пожертвуйте на благотворительность. Скажите: «Я делюсь изобилием, и оно возвращается ко мне многократно». Причина 11. Конфликтность львов. Из-за их сильного характера львы часто оказываются в центре конфликтов. Их прямолинейность и эмоциональность могут восприниматься как агрессия, даже если они не стремятся к ссорам. Кармический совет. Каждый конфликт – это урок. Учитесь не реагировать мгновенно, а осознавать корень проблемы. Гибкость и прощение – мощные инструменты для преодоления разногласий. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я выбираю мир и гармонию в отношениях». Визуализация, которую надо применять для этого. Представьте себя в окружении золотого защитного кокона. Этот кокон защищает вас от негативных эмоций. Когда кто-то пытается втянуть вас в конфликт, их энергия растворяется на поверхности этого кокона, не причиняя вам вреда. Ритуал на избавление от источника этой причины. Возьмите небольшую зеркальную подвеску или зеркало. Каждое утро смотритесь в него и произносите: «Все негативное отражается и возвращается к источнику с любовью и светом». Носите зеркало с собой как защитный амулет. Причина 12. Ревность львов. Ревность льва часто возникает из страха потери или ощущения недостатка внимания. Это чувство может привести к конфликтам или разрушению отношений, если не управлять им. Кармический совет. Ревность – это сигнал о недостатке веры в себя. Работайте над уверенностью и осознанием своей уникальности. Когда вы понимаете свою ценность, чувство ревности исчезает. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я доверяю себе и другим. Любовь и изобилие всегда со мной». Визуализация, которую надо применять для этого. Закройте глаза и представьте, что вы стоите под сияющим солнцем. Это солнце символизирует изобилие любви и внимания, которое всегда вокруг вас. Почувствуйте, как оно согревает ваше сердце, наполняя его уверенностью. Ритуал на избавление от источника этой причины. Возьмите красную нить и завяжите ее на запястье. Во время завязывания произнесите: «Эта нить защищает меня от ревности и укрепляет мою уверенность». Каждый раз, когда вы чувствуете ревность, касайтесь нити и напоминайте себе эти слова. Причина 13. Львы боятся поражений, и это их парализует. Львы часто стремятся быть первыми во всем, и когда они сталкиваются с неудачами, это может быть разрушительным для их уверенности. Их страх потерпеть поражение нередко вызывает замкнутость или, наоборот, агрессивную защиту. Это может раздражать окружающих, поскольку создается впечатление, что львы избегают ответственности или пытаются оправдаться. Для других это выглядит как слабость, спрятанная за громкими словами. Кармический совет. Неудача – это часть пути к совершенству. По закону кармы каждое испытание дается не для того, чтобы сломить, а чтобы укрепить душу. Ваша задача – видеть в поражениях скрытые уроки. Примите их как возможность узнать о себе что-то новое и вырасти. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: каждое поражение открывает двери к моим будущим победам. Я принимаю свои ошибки и становлюсь мудрее. Визуализация, которую надо применять для этого. Сядьте в удобное положение, закройте глаза и представьте, что вы стоите в золотом храме. Перед вами две двери. За одной – ваша текущая неудача, за другой – ваше будущее. Представьте, как вы с благодарностью проходите через первую дверь, принимая уроки, которые она несет. Теперь откройте вторую дверь и увидьте яркий свет, символизирующий вашу трансформацию и успех. Ритуал на избавление от источника этой причины. Возьмите лист бумаги и разделите его на две части. В левой колонке запишите свои поражения и страхи. В правой – то, чему вы научились или могли бы научиться благодаря этим ситуациям. После этого сложите бумагу пополам, держа текст внутрь, и скажите: «Я принимаю уроки своей души и освобождаюсь от страха поражения». Сожгите лист в безопасном месте, представляя, как дым уносит ваши страхи. Причина 14. Иногда львов считают ленивыми из-за их любви к отдыху.
Львы славятся своей любовью к комфортной жизни и иногда кажутся чрезмерно расслабленными. Их тяга к роскоши и отдыху может восприниматься как лень, особенно если они откладывают дела или избегают сложных задач. Окружающие могут видеть это как недостаток мотивации или безответственность, что вызывает раздражение, а порой и ненависть. Кармический совет. Лень – это сигнал от Вселенной, что вы либо перегружены, либо идете не своим путем. Настройтесь на свои истинные желания и поймите, что отдых важен, но только если он способствует восстановлению сил, а не бегству от задач. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я нахожу баланс между трудом и отдыхом. Моя энергия гармонично распределяется для достижения целей. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя в саду, где есть и солнце, и тень. Вы работаете, сажая цветы, а затем отдыхаете под деревом. Почувствуйте, как ваши усилия и моменты восстановления создают идеальную гармонию. Ритуал на избавление от источника этой причины. Вечером зажгите свечу и напишите на листе бумаги 3 задачи, которые вы откладываете. Затем, глядя на огонь, скажите: я зажигаю пламя действий в своем сердце. Завтра я выполню эти задачи с легкостью и радостью. На следующий день выполните записанное. Причина 15. Львам сложно признавать ошибки. Львы часто стремятся к совершенству, и признание ошибок для них может казаться признанием слабости. Это упрямство может отталкивать окружающих, создавая впечатление, что львы никогда не готовы идти на компромисс. Для других это выглядит как неспособность принять реальность и учиться. Кармический совет. Признание ошибок – это проявление внутренней силы. Кармические законы учат, что только смиренные души способны к эволюции. Признавая свои ошибки, вы открываете двери к новым возможностям и укрепляете свою связь с окружающими. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я признаю свои ошибки и принимаю их как часть моего пути к совершенству. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя перед большим зеркалом, которое отражает не только ваше внешнее, но и внутреннее «я». Посмотрите на свое отражение и произнесите: я вижу себя истинного. Я принимаю свои ошибки с любовью. Увидьте, как зеркало начинает светиться, очищая вас от чувства вины. Ритуал на избавление от источника этой причины. Напишите на листе бумаги ситуацию, где вы не признавали свои ошибки. Затем, стоя перед свечой, громко прочитайте написанное, заканчивая словами: я принимаю это как часть своего роста. Сожгите бумагу, представляя, как пламя очищает вашу душу. Причина 16. Львы могут быть слишком прямолинейными. Их откровенность порой бывает настолько резкой, что ранит чувства окружающих. Львы не всегда думают о том, как их слова воспринимаются другими, что вызывает обиды и недоразумения. Для некоторых это выглядит как недостаток тактичности или чуткости. Кармический совет. Прямолинейность – это дар, но он требует мудрости. Учитесь говорить правду с добротой, чтобы ваши слова не разрушали, а вдохновляли. Задача вашей души – научиться соединять честность с любовью. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: мои слова несут свет истины и любовь в сердца других. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте, что каждое ваше слово – это золотая нить. Она тянется к сердцам ваших слушателей, создавая мягкое, сияющее соединение. Увидьте, как эти нити приносят мир и радость. Ритуал на избавление от источника этой причины. Перед важным разговором зажгите свечу и произнесите: пусть мои слова будут добры и мудры, а мой голос приносит гармонию. Посмотрите на огонь и представьте, что он очищает ваши намерения. После этого приступайте к диалогу. Причина 17. Львов обвиняют в чрезмерной драматичности. Львы обладают яркой эмоциональной натурой, и это часто воспринимается как драматизация. Их реакция на события может быть настолько экспрессивной, что кажется искусственной или преувеличенной. Для окружающих это выглядит как попытка привлечь к себе внимание любыми средствами. Кармический совет. Эмоции – это источник вашей силы. Карма учит, что их важно направлять в созидание. Используйте свою драматичность, чтобы вдохновлять других, а не манипулировать ими. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: мои эмоции – это моя сила. Я направляю их в творение и вдохновение.
Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы актер на сцене, играющий свою роль с блеском. Зал аплодирует, и вы видите, как ваше выступление приносит людям радость и вдохновение. Почувствуйте гордость за свое влияние. Ритуал на избавление от источника этой причины: зажгите благовоние с успокаивающим ароматом, например, лаванда. Сядьте перед зеркалом и вслух выразите свои самые сильные эмоции: грусть, радость, гнев, глядя себе в глаза. Затем скажите: «Я направляю свои эмоции в свет и добро». Почувствуйте, как ваши эмоции очищаются. Причина 18. Иногда львы зацикливаются на материальном. Многие замечают, что львы склонны привязываться к материальному достатку, дорогим вещам и роскоши. Это связано с их стремлением быть признанными и показывать свое благополучие через видимые атрибуты успеха. Такое поведение вызывает критику и обвинения в поверхностности. Часто львы забывают, что истинная ценность находится внутри, а не снаружи. Кармический совет: освобождение от зацикленности на материальном начинается с понимания, что богатство приходит и уходит, но внутреннее состояние любви и благодарности остается неизменным. Закон кармы гласит: делая добро другим, вы увеличиваете свое благополучие. Пожертвуйте деньги, вещи или время на помощь тем, кто в этом нуждается. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я принимаю изобилие Вселенной с благодарностью и делюсь им с другими. Моя ценность в моей душе, а не в материальных вещах. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте, что вы стоите на вершине горы под теплым солнечным светом. Солнце освещает вас, заполняя сердце радостью и уверенностью. Вокруг вас рассыпаны золотые монеты, которые превращаются в светящиеся звезды и поднимаются в небо. Вы чувствуете, как ваше сердце наполняется легкостью, и больше нет привязанности к материальному. Ритуал освобождения от материальной зависимости: подготовьте свечу золотого или желтого цвета, символизирующую изобилие и солнечную энергию. На листе бумаги напишите все, что для вас важно из материального: деньги, вещи, статус. Зажгите свечу и проговорите: сила солнца, освободи мое сердце от лишних привязанностей. Пусть мое изобилие служит благу мира. Сожгите лист бумаги над пламенем, представляя, как ваши привязанности растворяются. Пепел развейте на ветру или смойте водой. Причина 19. Львам приписывают высокие требования к окружающим. Львы часто стремятся к совершенству, и это отражается на их ожиданиях от окружающих. Они могут быть требовательными к друзьям, близким и коллегам, что иногда воспринимается как давление. Такое поведение порой вызывает конфликты и дистанцию в отношениях. Кармический совет: понимание, что все люди уникальны, помогает смягчить ожидания. Один из законов кармы учит, что ты даешь, то и получаешь. Будьте терпимее, и мир ответит вам тем же. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я принимаю людей такими, какие они есть, и уважаю их уникальность. Терпимость укрепляет мою связь с миром. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте, что вы находитесь в саду, полном различных цветов. Каждый цветок уникален, разного цвета, формы, размера. Вы ощущаете, как любуетесь каждым цветком, принимая его красоту. Это помогает вам увидеть в окружающих индивидуальность и ценить их такими, какие они есть. Ритуал терпимости: возьмите 7 разноцветных свечей по числу чакр. Зажгите каждую свечу, проговаривая, что каждая из них символизирует принятие конкретного человека в вашей жизни. После зажигания свечей сядьте в медитацию, представляя, как каждая чакра открывается и наполняется светом терпимости и любви. По завершении дайте свечам догореть полностью. Причина 20. Львы могут быть неуступчивыми. Львы часто воспринимаются как непоколебимые и упрямые. Это связано с их желанием отстаивать свою точку зрения и оставаться верными своим убеждениям. Такое поведение может раздражать окружающих и вести к конфликтам. Кармический совет: кармический закон учит: гибкость – это сила, а не слабость. Умение уступить в нужный момент сохраняет гармонию и улучшает отношения. Практикуйте осознанное слушание, чтобы услышать потребности других. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я открыт к диалогу и компромиссу. Гибкость укрепляет мою силу.
Визуализация, которую надо применять для этого. Представьте, что вы дерево с гибкими ветвями, которые легко сгибаются под ветром, но не ломаются. Вы чувствуете, как ваша гибкость помогает сохранить устойчивость в любых обстоятельствах. Ритуал на гибкость. Возьмите гибкую ветвь дерева или цветок. Подержите ее в руках, произнося «Я принимаю силу гибкости». Пусть она направляет меня в гармонии с окружающим миром. Затем поставьте ветвь в воду, как символ готовности к переменам. Причина 21. Львов часто подозревают в манипуляциях. Из-за своей харизмы и убедительности львы могут быть восприняты как манипуляторы. Их желание добиваться своих целей может казаться попыткой контролировать других. Это вызывает недоверие, а иногда и ненависть. Кармический совет. Закон кармы говорит, честность возвращает доверие. Практикуйте искренность и открытость в общении, избегая скрытых мотивов. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я открыт и честен в своих намерениях». Честность укрепляет мои связи. Визуализация, которую надо применять для этого. Представьте, что вы стоите на берегу прозрачного озера. Вода чистая и спокойная, как ваше сердце. Вы видите свое отражение и чувствуете, что ваше внутреннее и внешнее «Я» едины и честны. Ритуал очищения намерений. Наполните прозрачную чашу водой. Опустите в нее несколько капель эфирного масла лаванды или розмарина. Скажите: «Пусть эта вода очистит мои намерения, и каждое мое слово будет искренним». Умойтесь этой водой. Причина 22. Львы боятся быть отвергнутыми. В глубине души львы боятся потерять признание и уважение. Это может вызывать у них желание казаться лучше, чем они есть, и скрывать свои слабости. Кармический совет. Освободиться от страха можно, следуя закону кармы. Любовь начинается с принятия себя. Работайте над уверенностью, понимая, что истинное принятие начинается изнутри. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я любим и принят таким, какой я есть. Мое сердце открыто для любви». Визуализация, которую надо применять для этого. Представьте, что вы находитесь в кругу людей, которые искренне вас любят. Вы чувствуете тепло, исходящее от их сердец. Ваша душа наполняется этим светом, и страх отступает. Ритуал принятия себя. Зажгите розовую свечу, символизирующую любовь. Поставьте перед собой зеркало и смотрите в свои глаза, повторяя «Я люблю и принимаю себя». Пусть свеча догорит, закрепляя намерение любви к себе. Причина 23. Львов называют одиночками, хотя они жаждут компании. Львы могут казаться отстраненными, хотя на самом деле они жаждут общения и признания. Этот парадокс часто мешает им выстраивать гармоничные отношения. Кармический совет. Кармический закон учат: то, что вы отдаете миру, возвращается вам. Ищите компанию, делясь своим теплом и добротой. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я открыт для новых друзей и гармоничных отношений. Мое сердце сияет теплом». Визуализация, которую надо применять для этого. Представьте, что вы находитесь в зале, полном добрых людей. Вы видите, как каждый улыбается вам, протягивая руку дружбы. Ваше сердце наполняется радостью, и вы чувствуете себя частью большого сообщества. Ритуал привлечения друзей. Возьмите апельсин как символ солнечной энергии и радости. Очистите его, представляя, как с каждым движением вы убираете одиночество из своей жизни. Угостите апельсином своих близких или друзей, делясь теплом и светом. Причина 24. Гордость львов, мешающая просить о помощи. Львы нередко боятся показаться слабыми или некомпетентными, поэтому избегают обращаться за помощью. Их гордость – это щит, который защищает их уязвимость. Это может приводить к тому, что львы оказываются в сложных ситуациях, где помощь друзей или близких могла бы облегчить их путь. Однако, продолжая сопротивляться поддержке, они рискуют не только ухудшить ситуацию, но и отдалиться от людей, которые готовы поддерживать их. Кармический совет. В кармическом смысле львы должны понять, что взаимообмен – это закон Вселенной. Просьба о помощи – это не признак слабости, а акт доверия, который укрепляет связи. Чем чаще лев открывает свою уязвимость, тем больше он создает гармонию в своей карме. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я доверяю Вселенной и окружающим меня людям». Просить помощи – это моя сила, а не слабость.
Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте, что вы стоите в центре золотого круга света. Вокруг вас люди, близкие, друзья, наставники. Вы протягиваете руки, и они с радостью поддерживают вас. Чувствуйте, как их энергия усиливает ваш свет. Ритуал на избавление от источника этой причины. Возьмите лист бумаги и напишите 3 вещи, в которых вам нужна помощь. Зажгите белую свечу, представляя, как ее свет рассеивает вашу гордость и открывает путь к доверию. Подойдите к человеку, которому доверяете, и откровенно попросите о помощи в одной из этих вещей. После получения помощи обязательно выразите благодарность, это закрепит положительную кармическую связь. Причина 25. Идеализм львов, приводящий к эмоциональному выгоранию. Идеализм львов часто проявляется в их стремлении к идеалу. Они не могут позволить себе расслабиться, пока все не будет выполнено идеально. Однако эта черта вызывает выгорание, неудовлетворенность и напряженные отношения с окружающими. Люди могут видеть в этом требовательность и жесткость, что порождает обиды. Кармический совет: перфекционизм – это урок принятия несовершенства мира. Лев должен научиться видеть красоту в процессе, а не только в результате. Кармический долг – понять, что совершенство иллюзорно, и гармония достигается через любовь к жизни во всех ее проявлениях. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я наслаждаюсь процессом и позволяю себе быть несовершенным. Каждый шаг приближает меня к гармонии. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы создаете картину. Ваши мазки могут быть неровными, краски смешиваться неожиданным образом. Но в конце, когда вы смотрите на картину, вы чувствуете радость и гордость за свое творение, каким бы оно ни было. Ритуал на избавление от источника этой причины: в пятницу вечером зажгите ароматическую лампу с лавандовым или сандаловым маслом. Возьмите небольшой лист бумаги и напишите на нем: «Я принимаю несовершенство». Сожгите листок, наблюдая, как пламя уносит ваши страхи и напряжение. Проведите вечер за занятием, которое приносит радость: рисование, готовка, танцы, не ставя перед собой никаких требований к результату. Причина 26. Страх перед будущим. Львы часто испытывают тревогу, связанную с будущим. Их желание контролировать все порождает страх перед неизвестностью. Этот страх может проявляться в излишнем планировании или, наоборот, прокрастинации, чтобы избежать ошибок. Кармический совет: страх перед будущим – это результат утраты связи с настоящим. Льву важно научиться жить здесь и сейчас, доверяя потоку жизни. Кармически, каждый момент настоящего создает будущее, поэтому важно наполнять текущий момент светом и любовью. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я живу в настоящем моменте, и мое будущее наполняется гармонией и благополучием. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя в лодке, плывущей по реке. Вода тихая и спокойна, она несет вас вперед без усилий. Вы видите берега, наполненные цветами и светом, символизирующими вашу безопасность и счастье. Ритуал на избавление от источника этой причины: вечером зажгите зеленую свечу, символизирующую гармонию. Держите в руках небольшой камень или кристалл, представляя, как он наполняется вашей уверенностью. Произнесите: я отпускаю страх и принимаю поток жизни. Храните этот камень при себе как талисман. Причина 27. Поверхностное отношение львов к жизни. Львы могут показаться сосредоточенными на внешнем, материальных ценностях, статусе, внешнем блеске. Такое отношение часто вызывает осуждение со стороны окружающих, которые воспринимают льва как недостаточно глубокого человека. Кармический совет: льву важно заглянуть внутрь себя и открыть глубокий источник силы. Это требует самопознания и готовности изучать духовные практики, философию или эзотерику. Кармический урок: понимать истинную ценность внутреннего над внешним. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я нахожу силу в своей душе, а не во внешнем мире. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы идете по лесу. Вокруг вас природа, простая, но невероятно красивая. Вы подходите к старому дереву, прислоняетесь к его стволу и чувствуете, как ваша энергия соединяется с его древней мудростью. Ритуал на избавление от источника этой причины: на рассвете выйдите на природу, в парк, лес или сад.
Держите в руках камень или веточку, представляя, что она соединяет вас с энергией Земли. Произнесите «Я принимаю свою внутреннюю силу и мудрость». Храните предмет как символ вашей связи с внутренней глубиной. Причина 28. Зависимость львов от внешнего одобрения. Львы порой зависимы от похвалы и признания. Без этого они чувствуют себя неуверенно, что вызывает раздражение у окружающих. Их ценность таким образом определяется внешними факторами, а не внутренним самоуважением. Кармический совет. Зависимость от одобрения – это напоминание о необходимости обрести внутреннюю устойчивость. Лев должен учиться любить и принимать себя без условий. Кармически, эта задача связана с признанием своей истинной сути. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я ценю себя за то, кем я являюсь, и моя внутренняя сила не зависит от внешнего». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите на вершине горы. Ветер ласкает ваше лицо, солнце освещает вас. Вы чувствуете, что небо и земля признают вас такими, какие вы есть, без условий. Ритуал на избавление от источника этой причины: зажгите золотую свечу вечером, когда будете одни. Возьмите зеркало и посмотрите себе в глаза, говоря «Я достоин любви и принятия». Напишите себе письмо, где перечислите все свои качества, за которые вы себя цените. Храните это письмо и перечитывайте его раз в неделю. Связь львов с планетой-покровителем Солнцем. Львы находятся под покровительством Солнца, которое символизирует силу, уверенность и жизненную энергию. Чтобы гармонизировать свои внутренние и внешние проявления, львам важно наладить энергетическую связь с этой планетой. Ежедневно утром вставайте лицом к восходящему солнцу, закрывайте глаза и представляйте, как солнечные лучи проникают в каждую клеточку вашего тела, очищая от негатива и наполняя теплом. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я черпаю силу и гармонию из солнечной энергии, моя душа светится как солнце». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите в центре солнечного диска, который согревает и освещает вас. Вы становитесь источником света, излучающим любовь и уверенность. Медитация с тотемным животным льва. Лев как тотемное животное символизирует внутреннюю силу, величие и смелость. Чтобы избавиться от страхов и обрести уверенность, медитируйте с образом льва. Сядьте в удобной позе, закройте глаза и представляйте, что находитесь в саванне. К вам подходит лев, смотрит в глаза, и вы ощущаете его силу. Вдохните эту энергию в свое сердце. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Мое тотемное животное дает мне смелость и мудрость для великих свершений». Визуализация, которую надо применять для этого: вы идете рядом с мощным львом по золотистой равнине, его шаги отдаются эхом в вашей душе, наполняя вас непоколебимой уверенностью. Использование львами магии чисел. Число льва в нумерологии – 1, символизирующее лидерство, самостоятельность и творчество. Включайте это число в свою жизнь, запланируйте важные дела на первое число месяца или часы с единицей: 13 часов ровно, 10 часов 10 минут. Повторяйте аффирмации 11 раз, чтобы усилить их магический эффект. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я лидер своей жизни, мои решения наполнены гармонией и успехом». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя на вершине золотой пирамиды с числом 1 на ее вершине. Вы ощущаете, как эта энергия поддерживает ваши намерения. Активация камня покровителя льва. Камень льва – цитрин, привлекающий энергию изобилия, тепла и уверенности. Носите его в виде украшения или держите в кармане. Перед важным событием сжимайте цитрин в руках, представляя, как он наполняет вас солнечной энергией. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я есть свет, уверенность и изобилие». Энергия цитрина ведет меня к успеху. Визуализация, которую надо применять для этого: вы держите в руках сияющий цитрин, который становится источником золотой энергии, наполняющей ваше тело и ауру. Работа с цветами льва. Золотой и оранжевый – цвета силы и гармонии льва. Добавьте их в повседневную жизнь, носите одежду этих оттенков, окружайте себя аксессуарами или используйте их в интерьере. Визуализируйте себя в золотистом цвете перед важными решениями или событиями.
Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: цвета солнца и огня усиливают мою внутреннюю силу и гармонию. Визуализация, которую надо применять для этого: вы стоите под золотым дождем, капли которого покрывают вас сияющим светом, принося спокойствие и уверенность. Астрологическая работа с транзитами Солнца. Когда Солнце проходит в знаке Овна или Льва, это время усиленной энергии и потенциала. Используйте эти периоды для постановки целей и их достижения. Записывайте свои намерения в дни новолуния или солнечного затмения, чтобы закрепить их на уровне Вселенной. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я использую энергию транзитов Солнца для достижения своих целей. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что стоите на вершине горы и впитываете солнечные лучи, которые превращают ваши намерения в реальность. Обретение львами внутреннего баланса через кармические законы. Следуйте закону гармонии, помогайте другим без ожидания возврата. Каждый день делайте одно бескорыстное действие, будь то помощь коллеге или поддержка друга. Это укрепляет вашу карму и убирает внутреннее напряжение. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я нахожу баланс, отдавая и принимая с любовью. Визуализация, которую надо применять для этого: вы держите весы, одна чаша которых – это ваши действия, а другая – энергия Вселенной. Весы идеально сбалансированы. Работа львов с энергией полнолуния. В дни полнолуния проводите практику очищения. Возьмите чашу с водой, добавьте в нее каплю эфирного масла апельсина. Смотрите на Луну и представляйте, как ее свет очищает вашу ауру, смывая негатив. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: свет полнолуния очищает меня, наполняя светом и гармонией. Визуализация, которую надо применять для этого: вы стоите под яркой полной луной, и ее свет льется на вас, смывая все, что больше не служит вашему росту. Укрепление уверенности львов через творчество. Львы раскрывают свою сущность через творчество. Рисование, пение, танцы или кулинария могут стать источником самовыражения и внутренней силы. Проводите хотя бы один вечер в неделю, занимаясь любимым делом. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я выражаю свою уникальность через творчество и радость. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что ваши руки создают светящуюся сферу, наполненную вашим вдохновением и энергией. Медитация с символами знака Льва. Знак Льва ассоциируется с солнечным кругом и короной. Медитируйте на эти образы, представляйте золотую корону, которая усиливает вашу мудрость и уверенность. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я достоин короны силы, мудрости и любви. Визуализация, которую надо применять для этого: вы стоите перед зеркалом, на вашей голове сияет золотая корона, излучающая свет на все вокруг. Астрологическое изучение домов гороскопа львов. Львам полезно изучать свой первый дом, личность, и пятый дом, творчество. Найдите в них планеты, определяющие вашу энергию. Например, Венера в пятом доме подскажет, что любовь к искусству принесет гармонию. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я исследую свою натальную карту, чтобы раскрыть истинный потенциал. Визуализация, которую надо применять для этого: вы смотрите на звездную карту, и ее линии превращаются в световые пути, ведущие к вашему успеху. Принятие львами своей миссии через древние знания. Древние учения гласят, что лев – это символ защитника и вдохновителя. Найдите дело, где вы можете поддерживать других, будь то наставничество, работа в команде или творчество. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я принимаю свою миссию вдохновлять и вести других к свету. Визуализация, которую надо применять для этого: вы стоите на высокой скале, перед вами люди, которые смотрят на вас с благодарностью. Ваши слова и действия наполняют их сердца уверенностью. Вот мы и подошли к концу нашего путешествия в мир Льва, знака, который обладает неограниченным потенциалом для роста, преобразования и величия. Мы разобрали причины, по которым львы могут быть непонятыми и порой нелюбимыми, и раскрыли способы, как можно преодолеть эти препятствия, чтобы превратиться в еще более мощных и уверенных личностей. Теперь вы знаете, как работать с движением планет, кармическими законами, астрологией, а также применять силу вашего тотемного животного и цвета для гармонизации своей жизни.
Эти практики помогут вам преодолеть любые сложности, укрепить уверенность и найти свой путь к успеху. Львы, как и другие знаки зодиака, могут столкнуться с трудностями, но благодаря силе воли, мудрости древних учений и правильному использованию энергии Вселенной, они способны не только преодолевать их, но и извлекать максимальную пользу из каждого испытания. Все, что вам нужно, это смело идти вперед и уверенно следовать своему пути. Если вам понравился этот ролик, обязательно ставьте лайк, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Это поможет нам продолжать создавать для вас полезный и вдохновляющий контент. И, конечно, не забудьте подписаться на канал Астрология Мудрости, чтобы быть в курсе всех новых видео о том, как раскрыть свою истинную силу с помощью астрологии и древних знаний. Если мы наберем 6000 лайков, я обещаю выпустить новое видео о том, как стать успешным льву и раскрыть свою внутреннюю магию. Вы готовы к этим невероятным открытиям? Тогда жмите на кнопку подписки и будьте с нами. Пусть звезды ведут вас к успеху, а сила наполняет льва каждый день. Оставайтесь с нами, продолжение следует.